Потому что для людей это родина и страна, и большинство все-таки ее не юзают так, как вы. И для них эта война, это не предвыборная кампания, и не способ набрать себе политических вестов. У всех это, у большинства искреннее переживание. За Мінськими угодами. Тому навіть якщо це не в Омані, а десь в іншому місці відбулося. Всем здравствуйте. Во-первых, я хочу выразить свое сочувствие жителям Херсонской области, Херсона, в связи с произошедшей там трагедией. Это настоящая катастрофа. И именно об этом мы сегодня будем говорить, а также о действиях чиновников по отношению к своему народу. Я расскажу вам, как было. Здесь в Майами было уже, наверное, около 11 вечера. Это почти 6 утра было по киевскому времени. Я увидел в ленте всего лишь в одном телеграм-канале. Я всегда начинаю и заканчиваю день с новостей об Украине. Значит, я увидел, что взорвали ГЭС, и увидел видео. На видео было как-то очень светло. Я не думал, что в такое время уже так светло в Херсонской области. И, честно говоря, там дальше были ссылки. Я подумал, что уже эти администраторы телеграм-каналов ничем не брезгуют, и это кликбейт. На самом деле, когда я проснулся потом утром, я увидел, что это правда, что случилась катастрофа, я увидел, что начинают эвакуировать людей, я увидел все видео, все фотографии. И я скажу, что первое мне пришло в голову. Во-первых, мои подписчики, которые на меня подписаны хотя бы там 5-6 месяцев, я думаю, вы прекрасно помните, как я на одном или на двух стримах говорил, что что-то мне кажется, что они взорвут дамбу, потому что Россия не брезгует абсолютно никакими методами. И в этом смысле меня очень удивило, хотя может уже и не очень, некая беспечность украинских спецслужб в отношении ГЭС. В частности, я не хочу сейчас называть фамилии, я хочу просто намекнуть, не так много у нас спецслужб, как эти люди ходят по интервью и рассказывают, что с нас берут пример страны ЕС и Америка учатся у нас, спецслужбы учатся у наших, как работать. Кое-кто пропускает через свой кабинет всех, кого попало, фотографирует, раздает ордена, прямо говоря, юзает Украину и готовится в политику. И в принципе, к сожалению, должность главы спецслужбы превратилась из такой полусекретной, тайной, покрытой мраком, в самое настоящее пиар-шоу и в самую настоящую предвыборную кампанию. Так вот, именно эти люди, на мой взгляд, конечно, не уберегли Херсонскую область от этой трагедии. Потому что я считаю, это мое мнение, я на него имею право как гражданин Украины. Если в Украине еще хоть пахнет свободой слова, несмотря на то, что я именно по этой причине там сейчас вынужденно не нахожусь дома, значит, именно эти люди должны были не допустить никаким образом взрыва ГЭС. Разные версии я и анализировал, и читал, что там оно было как бы трещина, оно прорвало само. Некоторые говорят, что украинская сторона взорвала. Я хочу вам еще раз сказать. Я считаю, не должны и обязаны были этого они не допустить. Потому что если вы посмотрите на весь тот кошмар, который произошел с людьми, надо сразу понимать, что люди старшего поколения будут до последнего противиться, не захотят уезжать. Так это и произошло. Сидят люди 70-летние на крышах домов, уровень воды повышается, про животных даже говорить не хочу, это просто кошмар. Если человек имеет мозг и способен правильно проанализировать и направить себя куда надо, ему могут помочь другие, то про животных, о них нужно заботиться. Власть не подумала ни о ком. Также некоторые деятели местные меня разочаровали. Какой может быть зоопарк в такой зоне, его давным-давно нужно было уже оттуда переместить этих животных. Все погибли. Это просто самый настоящий ад, самый настоящий кошмар. И я еще раз хочу подчеркнуть, что для меня Украина и украинцы именно этим и отличаются от русских, что мы таких вещей не допускаем. И продолжая эту тему, значит, Анна Малер, есть такая Замрезникова, о которой я давно рассказывал. Она тоже занимается сугубо политикой. По моей информации, она уже по сути член команды Порошенко. Тем не менее, она занимает эту важную должность с большой аудиторией, говорит от имени государства. Еще раз вдумайтесь, замминистра обороны Украины в военное время. И вот она сегодня запостила, посмотрите, какой ролик. Который как бы просит и обозначает тишину, что, пожалуйста, не мешайте контрнаступлению люди в соцсетях. Это постит человек, который перед этим
вчера или позавчера запостил вот такую вот картинку про Бахмут. Такой ребус, разгадайте. То есть эти люди сначала подогревают людей. Вы как, я вот к этим Малер и прочим обращаюсь, вы как все думаете, что у всех болит за Украину, у всех здесь дом, и люди будут сидеть смотреть, ну так что-то неважно. Каждый сейчас будет цепляться за соломинку, и каждый будет обсасывать это с друзьями, в соцсетях, везде, потому что так устроен человек, потому что для людей это родина и страна, и большинство все-таки ее не юзают так, как вы. И для них эта война, это не предвыборная кампания, и не способ набрать себе политических вестов. У всех это, у большинства, искреннее переживание. Поэтому вы либо сама молчите, а потом не обвиняйте людей, что кто-то что-то в соцсетях не так делает. Или тогда просто не надо так общаться с людьми. Вы прекрасно понимаете, какая сейчас эпоха. Вы не можете выключить интернет, вы не можете людям ничего приказать делать. Люди могут законы попытаться соблюдать, если они написаны по здравому смыслу. Но как показал случай, когда монатику можно в Одессе, а пацанам нельзя на Хрещатике танцевать, закон у нас для всех разный. И все равны, но некоторые равнее. Особенно те, кто приближены к кое-кому в офисе президента. И почему я так сделался на эту Малер, это произошло давно, а сейчас я хочу вам показать видео, что этот деятель говорила про великого президента Зеленського до війни. На те, що рівень зустрічі, рівень людини, з якою є фото нашого президента, не відповідає статусу президента. На те, що на той момент Оман, в принципі, вже зовнішньополітичними справами не займався, тому що в них там, передача влади вже, по суті, відбувалася. І ми всі, звичайні люди, просто можемо зі свого смартфону це зрозуміти і за одну хвилину проаналізувати, що, здається, нам брешуть. І в цій ситуації проблема не в тому, з ким зустрічався там президент. Чи має право він зустрічатися з представниками Росії? Мабуть, якщо у нас з Росією війна. Але питання в іншому. До чого вони там домовилися, якщо такі зустрічі були? Або з представниками російських політиків, можливо, були зустрічі. Ми з вами бачимо за наслідками. Ніякої проукраїнської політики після цього не послідувало. Більше того, нас в інформаційному розумінні всі готують до деокупації і до умов агресора за Мінськими угодами. Тому навіть якщо це не в Омані, а десь в іншому місці відбулося, все одно суть цих контактів зрозуміла по політиці, яка відбувається. Тобто, як бачите, вона самая элементарная порохоботка. И это не тот случай, когда сейчас некоторые скажут, так что ты, а при чем политика, идет война, сейчас же нужно объединиться ради Украины. Конечно, нужно объединиться. Но еще раз говорю, вы просто вдумайтесь. Находясь на таких должностях, человек сознательно, бессознательно, какой бы он порядочный ни был, в украинских реалиях, будет все равно все делать именно с политической точки зрения. И я думаю, что она может вредить действиям и планам президента. А я, вы знаете, презираю Зеленского, но все-таки у меня в душе таится какая-то, пусть это будет детская надежда, что все-таки у него совсем другой план в голове, не то, что они нам озвучивают публично. И именно этому будет посвящено, как бы у меня был один план по видео, пришлось полностью все перекраивать, потому что случилась эта авария. И я хочу вам рассказать, как на самом деле выигрываются войны, и как, на мой взгляд, должна пытаться выиграть Украина, и в принципе, что нужно делать политикам. Я, вы знаете, не сторонник просто критиковать, я всегда что-то предлагаю. Там, где у меня хотя бы есть какая-то компетенция, потому что я не военный человек и, конечно, не могу рассказывать, куда кому, не буду рассказывать, хотя бы потому, что я не в окопе, не имею на это морального права. Я буду рассказывать с экономической, политической точки зрения, и самое главное, поверьте мне, самое главное, с точки зрения здравого смысла. Вот такие дела. И что мы с вами видим по итогу? Малер рассказывает одно, Верещук сейчас немного попустилась, но до этого рассказывала тоже, что нужно делать украинцам. И получилось так, что Верещук говорит одно, Малер другое, кто-то там третье. Арестович в Израиле выступает, что украинцев будем делить, там директор СТО, если ты сотрудничал, владелец СТО, если ты сотрудничал там с оккупантами, тебе такое-то наказание, там 10 лет волчий билет, а пенсионер там ладно уже ничего, а этому так, начинают опять делить украинцев. Я не понимаю, зачем это делать, потому что когда ты сидишь, вещаешь, и ты выездной, все у тебя в жизни хорошо, ты благодаря телемарафону оброс аудиторией, спасибо, что хоть пацана этого по поводу песен Цоя поддержал, тема отдельного видео. Но когда ты так вот, когда ты в таком положении, это одно.
А когда ты без ресурсов, ты скромно живешь, и ты оказался под оккупацией, ты начинаешь за это осуждать людей, и еще ничего не закончилось, вы их не деоккупировали, а ты уже рассказываешь про последствия, то это полностью перекликается с тем, что делает министр МВД, рассказывая, что мужчины, которые как-то не так нелегально выехали, будут наказаны по возвращению. Ребята, это так не работает. Такие дела. Все это меня очень сильно расстраивает, и дальше будем говорить об этом долго, потому что в итоге я хочу по этому видео сказать. Происшествие на Херсонской ГЭС не может случиться, дальше тишина, и опять 3-4 месяца с фронта никаких новостей таких, которые мы с вами ждем по поводу наступления, какой-то развязки ситуации, показателя ситуации. Сейчас что-то дальше будет происходить. Порошенко мощному итальянскому изданию сказал, что вчера, что контрнаступление начнется в ближайшие дни или даже часы. То есть что-то, какое-то движение идет, скорее всего в ближайший месяц мы увидим уже какие-то очень важные новости, очень важное происшествие на фронте. Долго сегодня говорить не буду, я хочу вас еще раз, и буду сейчас, наверное, в каждом видео, на каждом стриме вас просить только об одном. Перестаньте клевать друг друга, перестаньте ссориться на почве языка, осознайте, что не вы друг другу враг, не вы допустили эту войну, не вы привели эту войну, не вы разрушаете Украину. Не вашу жизнь разрушаете ни вы, ни друг другу. Вашу жизнь, нашу жизнь разрушил госаппарат, чиновники изнутри. И они сделали все, чтобы позволить Путину напасть. По-другому я назвать это не могу. Поэтому у нас с вами только два врага. Первый это Путин, а второй это госаппарат. И если Путин не может влиять сейчас на внутреннюю политику, там уже нет Медведчуков разных, там этих, немирная жизнь, он может там ракетами вот такие гадости делать, как с ГЭС, ужасы и теракты, то чиновникам абсолютно все равно. Я вам еще раз хочу сказать, они все богатеют каждый день, и они в безопасности, в белых рубашечках. А у нас одни проблемы. Но мои или ваши проблемы, большинства тех, кто смотрит, если вы не с Херсона, не с Херсонской области, это детский сад на фоне того, что я видел на видео. Поэтому еще раз, Херсонская область, Херсон, держитесь. Все остальные, пожалуйста, думайте. Думайте, как жить дальше, и правильно определяйте ситуацию. Пока.